Добрый день, я Ирина Лисовская, и сегодня мое видео про автоматику для камина с водяным контуром польской компании Тех. У меня уже есть видео про автоматику для камина с водяным контуром этой компании. Это Тех ST392. Сейчас же мы будем распаковывать, изучать ST391. У меня есть много других видеороликов про автоматику для камина с водяным контуром польской компании Plum, а также чешской компании Timpex. Не всегда получается на объектах снять удачные видеоролики, не позволяет иногда ситуация, но тем не менее, если вас заинтересует эта тема и вы хотите разобраться, приходите к нам в салон, у меня очень много видео на компьютере, и я смогу вам посоветовать что-то, мы сможем разобраться, как, что работает, какие датчики входят в комплект, какие нет. Ссылки на эти видеоролики, которые уже есть, я оставлю в описании под этим видео. Ну, а сейчас распаковываем. Это, собственно, сама автоматика. Она уже идет в таком комплекте, собранном ST391. А также отдельно, дополнительно, как опция, идет Wi-Fi модуль TST Wi-Fi RS. Приступим. Итак, автоматика Тех ST391. Открываем. Видим кабель в розетку, включается блок управления. Это к блоку управления уже идут провода на насос. Уже, в принципе, удобно то, что подписано насос буфера, насос дополнительный и насос центрального отопления. То есть уже все подключено к самому блоку управления. Включение этого блока управления. Как он выглядит. К нему уже, к этому блоку управления, дальше подключен, смотрим, подключена, собственно, заслонка из нержавеющей стали с сервопривода. Также подключен к блоку управления сам пульт, сейчас мы его посмотрим. А также комплект датчиков, это датчик температуры, мы видим, вот он. А также датчики, которые тоже, как и провода для насосов, подключены. Датчик центрального отопления, верхний датчик буфера, нижний датчик буфера, ну и дополнительный датчик. В принципе, удобно, уже все подключено. Ну и теперь самое интересное, это, собственно, сам пульт управления, потому что в отличие от ST392, он более компактный, он имеет стеклянный фасад, достаточно современный. Большинству заказчиков как раз именно они хотят, чтобы он был стеклянный и не такой заметный, без пластика. Ну вот это решение идеально, потому что соотношение цена и дизайн, это, конечно, на нынешний день, наверное, самое лучшее соотношение, потому что Timpex, он достаточно дорогой, все остальное, большей частью, это все-таки пластик. Сейчас мы разберемся, посмотрим, как он работает. Дополнительно к этой автоматике или к той, что я снимала ранее, 392, может быть установлен Wi-Fi модуль ST Wi-Fi RS. Из чего он состоит? Смотрим, что входит в комплект. Это само управление, как бы Wi-Fi модуль. Сейчас я распакую его. Ну, это пластик, достаточно компактный, как бы по размерам. Что он дает? Он дает возможность управлять автоматикой через интернет. То есть провод, кабель дополнительно. Ну, сейчас мы разберем, как это работает. Собственно, вот это комплект Wi-Fi модуля. Сиденье успешно установлено.